Здравствуйте, канал Masters of Body вас приветствует. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о правилах поведения в тренажерном зале. Скорее это будут не сколько правила, а сколько наши рекомендации вам, основанные на наших наблюдениях и на нашем многолетнем опыте работы. Как всем известно, театр начинается с вешалки, ну а тренажерный зал, конечно же, начинается с раздевалки. Идемте. Очень часто, попадая в клуб, в раздевалку, можем наблюдать такую картинку. Сидит себе человек, разложил свои вещи, занял несколько шкафчиков, и мы не можем к нему подойти. У него здесь трусы, носки, майки, а сам он сидит и зависает в телефоне. Помните, друзья, вы не один. Попробуйте быть скромнее, чтобы места хватило не только вам, а и вашим коллегам по цеху. И следующий вопрос, а именно правила, касающие вашей гигиены. Первое. Это слишком много парфюмерии. Помните, не все хотят вами дышать. Это может быть неуважительно по отношению к окружающим. Уважайте окружающих. Одна из наибольших проблем – это обильное потоотделение. Многие клиенты, проработав целый день в офисе, в душном, в костюме, в рубашке, уже достаточно вспотели. И приходя на тренировку, уже чувствуют себя несвежим. Запомните, если вы сильно потеете, примите душ перед тренировкой. Ни в одном клубе это не возбраняется. Уважайте себя и окружающих. Никто Терлин-бобом не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться. Проработав определенное время в зале, например 20-30 минут, если вы очень сильно потеете, есть один простой способ. Можно прямо во время тренировки одеть свежую чистую футболку. Это поможет вам почувствовать себя свежее и также будет более уважительно по отношению к окружающим. Теперь, одев чистую свежую футболку, вы сможете нормально, в состоянии комфорта, завершить свой тренировочный процесс. После интенсивной кардиосессии, как вы видите, не всегда тренажер остается чистым. Будьте любезны, протрите после себя оборудование. Уважайте следующего тренирующегося, который придет на ваше место. И тогда другие люди также будут уважать вас. Перед началом работы в тренажере постелите, пожалуйста, полотенце. Это и ваше здоровье, чтобы не приобрести проблемы с кожей и кожными покровами. И уважение к следующему тренирующемуся. Так вы сможете оставить после себя сухую, чистую поверхность. Некоторые девушки и просто другие тренирующиеся любят выполнять упражнения, становясь на поверхность скамейки. Это не есть гигиенично, это не есть чисто. Даже в обуви, которая сменная, вы заходите в туалет, в санузел, в душевую, ходите по коридорам, то есть это не гигиенично. И равносильно все равно, что в парке вы сядете на быльце скамейки и будете плевать семечки. Всегда есть альтернатива. Это может быть тумба для кроссфита или нечто подобное. Или же как минимум протирайте после себя скамейку или подкладывайте что-то на нее. Это также будет уважительно к следующим тренирующимся, которые займут ваше место. Смотрите, мы сейчас вам показываем, как делать нельзя. Толкать ногами рукоятку гантели, даже если она очень тяжелая. Или же катать ногами штангу,
какой бы вы ни были сильный, тем более. Это очень неуважительно по отношению к другим людям, которые будут браться за эти снаряды руками. Это не гигиенично, неуважительно и будет вас только характеризовать с отрицательной стороны. Не делайте так, пожалуйста. Мы озвучивали блок рекомендаций, который касался непосредственно гигиены. А сейчас посоветуем, сделаем вам небольшие рекомендации по поводу непосредственно работы в тренажерном зале. Итак, сделав свой подход на грузоблочном тренажере, встаньте и дайте возможность сделать подход другому человеку. Не заставляйте себя просить. Он имеет такое же право на нем заниматься, как и вы. Заплатил такие же деньги. Настройки грузоблочного тренажера осуществляется максимум 2 действиями, если только на этом тренажере уже не занимаются 2-3 человека и появление 4-го сильно замедлит процесс предыдущим. Помните, чувство такта – это не спросить, можно ли мне или нельзя делать подход на тренажере, а чувство такта – это не заставлять никого другого вас просить о том, что ему и так разрешено. То ли дело штанга. Если человек выполняет жим лежа и вы хотите поработать вместе, но ваш рабочий вес намного меньше, разбирая туда-сюда штангу, создадите большие неудобства тренирующемуся. Второй момент. Есть любители пауэрлифтинга, запрягшие качалку и занимающие одну из 2 жимовых скамеек минимум на полчаса, не подпуская других, совершая по 8-10 подходов, бинтуясь, разбинтовываясь. Может, стоит поискать зал более специфического, вашего направления. Это касается также любителей мощно бросить штангу или гантели на помост, обратив на себя внимание. Это не признак силы, а совсем наоборот. И, конечно же, разбираем после себя штанги, кладем гантели на место. Не заставляйте всех людей после вас убирать ваш бардак. Еще один момент. Стараемся блины развешивать согласно сортаменту. Очень часто в залах можно увидеть, как огромные парни цепляют огромные блины поверх маленьких блинчиков. И потом хрупкая девушка будет смотреть с недоумением, как же из-под этой горы металла достать свои маленькие крохотные килограммовые или 2-килограммовые блинчики. И остается с этой проблемой один на один, вынуждена кого-то просить о помощи или думать, какой же нехороший человек сделал для нее такие проблемы. Уважайте окружающих, и вас будут также уважать. Следующая наша рекомендация звучит так. Ваш суперсет – это ваша проблема. Вы, конечно, можете попросить вежливо дать возможность вам доделать подход из 3 или 4 упражнений, как сейчас это модно. Но фраза «не трогайте», «я там делаю» – это совершенно недопустимо и некорректно. У меня суперсет – это не есть разрешение занять половину оборудования зала, ибо вам никто ничего не должен, а наоборот. Вы, возможно, мешаете многим, и помните об этом. Далее коснемся морально-этических норм. Первое. Расположение в зале во время выполнения упражнения. Конечно же, хочется видеть работу всех своих мышц в зеркале, но не стоит перекрывать доступ к гантельному ряду другим. Следующий момент. Если человек перед зеркалом уже выполняет подход, можно чуть подождать, а не стать перед ним, испортить подход, загородить ему изображение в зеркале. Ему это не совсем может быть приятно. Может быть приятно. А вам все равно. То, что вы поторопились на 20-30 секунд, для вас ничего не изменит. Но кому-то подход может таки испортить.
Также, уважая других, не стоит громко разговаривать, иногда и ругаться по мобильному телефону или же в компании своих товарищей. Мы, конечно же, не в библиотеке, но вы не один, и не всем приятно вас слушать. Задайте себе вопрос, а если все так громко начнут говорить или вызывающе смеяться? И еще одна неписанная проблемка – это излишняя навязчивость к другим тренирующимся. Она не всегда будет позитивно воспринята. Это касается и как советов, и рекомендаций, относящихся к тренировочному процессу, и как попыткам познакомиться, взять телефончик или начать какие-то романтические отношения. Друзья, мы надеемся, что наши нехитрые рекомендации помогут вам адаптироваться в зале, избежать ненужных конфликтных ситуаций и неприятных моментов. С вами был Андрей, Константин, моя подопечная клиентка Нита. Мы надеемся, что вам понравилось. И если у вас будут прикольные такие же моменты, вы заметите их в залах, только не на почту, а сбрасывайте нам в комментариях. Благодарим клуб Orange за оказанное содействие в съемках. До новых встреч! С вами был Masters of Body.